Всем привет! В этом видео я вам покажу, как связать вот такого милого волчонка. А также я расскажу, как оформить ему мордочку, сделать вышивку на ушках, на голове и оформить глазки. Для того, чтобы связать волчонка, вам понадобится пряжа серого цвета основного, пряжа белого цвета дополнительного. И еще нам понадобится совсем немного черной нити, для того, чтобы связать кончики ушек и оформить мордочку. Я буду вязать из акрила, но можно вязать и из плюшевой пряжи, но тогда волчонок получится больше. Крючок я буду использовать 2,25 мм. Набивать игрушку я буду холофайбером. Для того, чтобы пришить детали, нам понадобится иголочка. А для того, чтобы правильно расположить перед тем, как пришивать, нам понадобятся булавочки. Для того, чтобы отмечать конец и начало ряда, можно использовать специальные маркеры или обычную ниточку. Глазки волчонку можно использовать с безопасным креплением или полубусинки, а также можно вырезать глазки из фетра или связать их. Или можно вышить глазки, как я делала в одном из прошлых мастер-классов у лисички. Я оставлю ссылку на мастер-класс в уголочке. Если я что-то забыла, я укажу это в списке на экране. Чтобы связать волчонка, вам нужно уметь делать кольцо амигуруми, вязать по кругу, делать столбики без накида, прибавки и убавки. Если у вас есть все необходимые материалы, мы можем приступать к вязанию. А перед началом, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. А если вас интересует вязание игрушек и мастер-классы, подписывайтесь на мой канал. Вязание начинаем серым цветом, делаем кольцо амигуруми и в него 6 столбиков без накида. Берем нить или маркер и отмечаем конец ряда. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В третьем ряду чередуем один столбик, прибавка. В следующем ряду, четвертом, чередуем уже 2 столбика и прибавка. Начинаем вязать третий ряд, в котором мы чередуем 3 столбика и прибавка. Если вы все делали правильно до этого, то во втором ряду у вас должно было получиться 12 столбиков всего, в третьем ряду 18 и в четвертом 24. Этот ряд у нас пятый, значит в этом ряду у нас должно получиться всего 30 столбиков. Закончили пятый ряд, следующий ряд у нас шестой, и в нем мы чередуем 4 столбика и прибавка. В конце этого ряда мы должны получить всего 36 столбиков. В следующем ряду, седьмом, чередуем 5 столбиков, прибавка. В седьмом ряду мы сделали всего 42 столбика. Следующий ряд у нас восьмой. В восьмом ряду чередуем 6 столбиков, прибавка. И в конце этого ряда у нас должно получиться 48 столбиков. Следующий ряд, девятый, провязываем по одному столбику в каждую петельку. Всего 48 столбиков. В следующем ряду, в десятом, чередуем 7 столбиков, прибавка. Всего в конце ряда у нас должно получиться 54 столбика. Закончили вязать 10 ряд. Далее с 11 по 16 ряд провязываем по одному столбику в каждую петельку. А пока мы провязываем следующие ряды, я объясню, откуда взялась идея вязания волчонка. Вы всегда можете попросить у меня в комментариях снять мастер-класс на какую-то определенную игрушку. Так у меня уже просили связать лисичку, в этот раз волчонка. Не какого-то конкретного, а просто волчонка. И я искала что-то подходящее для себя, но в открытом доступе с бесплатными схемами я не смогла найти ничего, чтобы мне понравилось. И поэтому мне пришлось придумывать схему самой. Я нашла несколько волчат, которые мне понравились, выложила их в своем телеграм-канале и устроила там опрос, какой из волчат нравится больше.
И победил в вопросе вот этот вот волчонок. В своем телеграм-канале я публикую схемы, проверенные схемы, а также устраиваю там опросы. Какой мастер-класс сделать следующим? Если вы хотите поучаствовать в вопросах или предложить мне связать какую-то конкретную игрушку, переходите в мой телеграм-канал и подписывайтесь. В телеграм-канале я публикую схемы не только игрушек, а еще и других вещей, например, цветов, или у меня была там схема на лягушку-шапку. Так что переходите в мой канал, подписывайтесь, участвуйте в вопросах. В телеграм-канале есть очень удобная навигация по тегам. И не забывайте предлагать мне, на что сделать мастер-классы в дальнейшем. В моем телеграм-канале вы также можете просить меня найти схемы на определенные игрушки. Не всегда эти схемы находятся в открытом доступе, и я стараюсь находить бесплатные схемы на хотя бы похожие игрушки. Довязали 16 ряд серым цветом, и сейчас мы будем менять цвет на белый. Для того, чтобы сменить цвет, распускаем столбик так, чтобы осталось 2 петельки. Ну или можно и распустить его полностью, а потом протащить нить так, чтобы было 2 петельки на крючке. Берем белую нить и заканчиваем столбик белой нитью. Серую отрезаем, оставив небольшой хвостик. И продолжаем вязать белой нитью, захватывая 2 хвостика, чтобы они у нас оказались внутри столбика. Вяжем так до конца ряда, по одному столбику в каждую петельку. В следующем ряду, 18-м, провязываем 7 столбиков, затем убавка, и чередуем до конца ряда 7 столбиков, убавка. В 19-м ряду мы чередуем 6 столбиков, убавка. В 20-м ряду мы чередуем 5 столбиков, убавка. После того, как закончили 20 ряд, можно вставить глазки. Я буду использовать глазки с безопасным креплением 10 мм. Я вставила глазки. Между глазками у меня расстояние 9 столбиков. Начинаем набивать игрушку. В следующем ряду, 21-м, чередуем 4 столбика, убавка. В 22-м ряду чередуем 3 столбика, убавка. В 23-м ряду чередуем 2 столбика, убавка. Набиваем до конца голову. Вы можете заметить, что при вязании конец ряда немного смещается в сторону. И мы сейчас должны провязать несколько петель, чтобы начало ряда было на том же уровне, что и смена цвета. В моем случае мне надо провязать 1 столбик. И теперь меняем цвет обратно на серый. Меняем цвет точно так же, как мы делали до этого. Заканчиваем столбик нитью нового цвета. А нить прошлого цвета обрезаем. Теперь мы начинаем вязать тело. В следующем ряду, 24-м, чередуем 2 столбика, прибавка. Закончили 24 ряд. В 25 ряду мы провязываем по одному столбику в каждую петельку. Если вы все до этого делали правильно, то в этом ряду у нас должно получиться 24 столбика. Если получается чуть больше или чуть меньше,
делаем дополнительные прибавки или убавки. В 26 ряду мы чередуем 3 столбика, прибавка. И теперь снова провязываем один ряд по одному столбику в каждую петельку. Должно получиться 30 столбиков в этом ряду. В 28 ряду мы чередуем 4 столбика, прибавка. Дальше с 29 по 34 ряд вяжем по одному столбику в каждую петельку. Закончили 34 ряд. Наполняем тело. И дальше мы будем делать убавки. В 35 ряду чередуем 4 столбика, убавка. В 36 ряду мы чередуем 3 столбика, убавка. В 37 ряду чередуем 2 столбика, убавка. Продолжаем набивать тело. В 38 ряду чередуем 1 столбик, убавка. Заканчиваем набивать тело. Следующий ряд будет последним, в нем мы делаем только убавки. Ниточку обрезаем, оставив небольшой хвостик. Этот хвостик вставляем в иголку. Закрываем отверстие, поддевая передние половинки петель. Когда все половинки поддеты, отверстие просто затягиваем. Ниточку выводим куда-нибудь в сторону. Натягиваем, обрезаем. Тело и голова готовы. Теперь мы будем добавлять детали сверху вниз. Начнем с ушек, потом мордочка, потом лапки, потом ножки, потом хвост. Ушки начинаем вязать черным цветом. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Во втором ряду нам нужно будет сделать 6 столбиков по одному столбику в каждую петельку. В третьем ряду мы будем чередовать 1 столбик и прибавка. Если во втором ряду вам будет сложно сделать по одному столбику в каждую петельку, то вы делаете во втором ряду 1 столбик, потом прибавку, чередуете до конца ряда 1 столбик, прибавку, и только потом провязываете ряд по одному столбику в каждую петельку. Если у вас получается во втором ряду сделать 6 столбиков, делаем 6 столбиков. Провязали второй ряд. В третьем ряду мы чередуем 1 столбик, прибавка. Если вы чередовали 1 столбик, прибавка во втором ряду, то провязываем 1 ряд по одному столбику в каждую петельку. Теперь мы меняем цвет на серый, так же, как мы меняли раньше. Сменили цвет, и теперь серым цветом провязываем по одному столбику в каждую петельку. 1 ряд. Это у нас 4-й ряд. В 5-м ряду мы чередуем 2 столбика, прибавка. Шестой ряд снова провязываем по одному столбику в каждую петельку. В 7-м ряду мы чередуем 3 столбика, прибавка. В
В 8 ряду мы чередуем 4 столбика прибавка. В 9 ряду чередуем 5 столбиков прибавка. Это у нас будет последний ряд. Ниточку обрезаем, оставив небольшой хвостик для пришивания. И теперь берем нить белого цвета. Вставляем нить в иглу. Я буду вышивать волчонку, что-то вроде шерсти белой на ушках. Вам не обязательно делать точно так же. Вы можете сделать по-своему. Я вывела белую нить на лицевую сторону. И теперь завожу немного в сторону. Снова вывожу в центр. Теперь завожу в сторону и чуть выше. Снова вывожу в центр. Теперь просто делаю один стежок вверх. Опять вывожу в центр. Снова делаю 2 стежка в сторону. Ниточку обрезаю. Завязываю в узелок и прячу внутри ушка. Вот такое ушко получается. Делаем второе, точно такое же. Перед тем, как пришивать ушки, лучше всего закрепить их булавочками. После того, как выбрали расположение ушек, пришиваем их. Ниточки от пришивания ушек выводим в одну и ту же дырочку. Завязываем в узелок. Обрезаем покороче. И протаскиваем узелок внутрь головы с помощью крючка. Ушки пришиты. Начинаем вязать мордочку. Мордочку мы начинаем вязать белым цветом. Провязываем 6 столбиков в кольцо амигуруми. Во втором ряду мы делаем 6 прибавок. В третьем ряду чередуем 1 столбик прибавка. Дальше провязываем по одному столбику в каждую петельку. В следующем ряду, в пятом, чередуем 2 столбика прибавка. С 6 по 8 ряд вяжем по одному столбику в каждую петельку. 8 ряд у нас будет последним. Закончили вязать 8 ряд. Обрезаем ниточку, оставив длинный хвостик для пришивания. Перед пришиванием немножко набиваем мордочку. Желательно закрепить ее булавочками и пришиваем. Когда закончили пришивать мордочку, если у вас осталась длинная нить, продолжаем этой нитью. Если нить у вас короткая осталась, берем новую. Сейчас будем оформлять глазки. Выводим нить рядом с глазом и заводим рядом с мордочкой.
И сразу же выводим с другой стороны мордочки. И заводим сбоку глаза. Глазки готовы. Теперь будем делать пятнышки. Пятнышки я буду делать только на лбу. Вывожу нить. И через один ряд завожу обратно. И вывожу в случайном месте. И так повторяю делать пятнышки в случайных местах. Нить вывожу в сторону. Хвостик обрезаю. Сейчас мы будем делать серую часть сверху мордочки. Берем серую нить. Делаем 7 воздушных петель. По воздушным петлям провязываем 6 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю, поворачиваем вязание. И в обратную сторону провязываем снова 6 столбиков. Затем снова воздушная петля, поворот и снова провязываем 6 столбиков. И так вяжем, пока не дойдем от головы до края носика. Я провязала 4 ряда. Теперь я делаю воздушную петлю и обвязываю по кругу вот эту вот часть, чтобы скрыть тут неровный край. На углу я делаю воздушную петлю. И туда же, куда я делала столбик до этого, я делаю столбик. И так вязание поворачивается. Снова дошла до края. В край делаю столбик, затем воздушную петлю, туда же столбик. Вязание развернулось на другую сторону. Теперь нужно обрезать нить, оставив хвостик для пришивания, и пришить серую часть сверху мордочки. Предварительно я фиксирую ее булавочками. Пришили мордочку, похожим образом делаем и нос. Нос делаем похожим образом. Провязываем 3 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка вяжем 1 столбик. Следующую 3 столбика. Наше вязание развернулось на другую сторону воздушных петель. Тут мы провязываем 1 столбик и затем прибавку. Первый ряд закончен. В первую петлю следующего ряда я делаю соединительный столбик. Отрезаем нить, оставив хвостик для пришивания. Пришивать мы носик будем и за серую часть, и за белую, чтобы он касался обоих частей. После того, как я закончила пришивать нос, я вывела ниточку вниз. И теперь я сделаю большой стежок до начала носа. Теперь нить я закрепляю. Вывожу в сторону. И обрезаю. Мордочка волчонка полностью оформлена. Теперь будет намного проще. Нам остается только сделать ножки и хвост. Начнем с ручек. Берем пряжу белого цвета. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида.
Во втором ряду делаем 6 прибавок. В следующем ряду, в третьем, чередуем 2 столбика, прибавка. Дальше 2 ряда, 4 и 5, провязываем по одному столбику в каждую петельку. В шестом ряду мы чередуем 1 столбик убавка, и в самом конце у нас останется 1 столбик. Я подхожу уже к концу ряда, вот я делаю последнюю убавку, и тут остается еще одна петелька, в нее я провязываю 1 столбик. Теперь эту часть набиваем. Меняем цвет на серый. Следующий ряд у нас 7. С 7 по 15 ряд провязываем по одному столбику в каждую петельку. Довязали 15 ряд. Ручку набиваем только до половины, вторую половину не набиваем. Складываем ручку пополам и провязываем, захватывая обе половинки. Нить обрезаем, оставив хвостик для пришивания. Вяжем вторую, точно такую же ручку. После того, как связали вторую ручку, будем их пришивать. Пришиваем сменой цветов к телу, чтобы ее не было видно. Располагаем детали с помощью булавочек. Следим, чтобы смена цвета была повернута к телу. Пришиваем ручки. Ниточки от пришивания выводим в одну и ту же дырочку, завязываем в узелок, обрезаем лишнее. Узелок заправляем вовнутрь с помощью крючка. Теперь делаем ножки. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Во втором ряду мы делаем 6 прибавок. В третьем ряду чередуем 1 столбик, прибавка. Дальше 3 ряда с 4 по 6 провязываем по одному столбику в каждую петельку. Закончили 6 ряд. Теперь провязываем 3 столбика, обычных столбика без накида. Теперь делаем 6 прибавок подряд. И до конца ряда у нас остается 3 петельки. Провязываем 3 обычных столбика. Набиваем ножку. Меняем цвет на серый. Следующий ряд у нас будет 8. С 8 по 18 ряд провязываем по одному столбику в каждую петельку. Ножку, точно так же как ручку, набиваем только наполовину. Когда мы делали убавки, у нас сформировалась стопа. И нам нужно, когда мы будем складывать ножку пополам, чтобы стопа смотрела вперед. Мне придется распустить 2 столбика. И только после этого складывать ножку пополам и провязывать, захватывая обе половинки. Ниточку обрезаем, оставив хвостик для пришивания. Вяжем вторую, точно такую же ножку.
Обратите внимание при пришивании, что стопа должна смотреть прямо. Ниточки от пришивания ножек выводим в одну и ту же дырочку, завязываем узелок, обрезаем ниточки и узелок заправляем с помощью крючка. Благодаря такой форме ножек волчонок сможет сидеть. Нам остается сделать только хвост. Берем пряжу белого цвета, в кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Во втором ряду мы чередуем 2 столбика, прибавка. В следующем ряду провязываем 8 столбиков по кругу, по одному столбику в каждую петельку. В четвертом ряду мы чередуем 3 столбика, прибавка. В пятом ряду мы чередуем 4 столбика, прибавка. В шестом ряду мы чередуем 3 столбика, прибавка. Провязали шестой ряд, меняем цвет на серый. В седьмом ряду чередуем 4 столбика, прибавка. С 8 по 11 ряд провязываем по одному столбику без накида. Провязали 11 ряд. В 12 ряду чередуем 4 столбика, убавка. В 13 ряду мы провязываем по одному столбику в каждую петельку. В 14 чередуем 3 столбика, убавка. Набиваем хвост. Провязываем еще один ряд, последний, по одному столбику в каждую петельку. Когда мы довязали до конца ряда, мы должны сложить наш хвостик пополам и провязать, захватывая обе половинки. Ниточку обрезаем, оставив хвостик для пришивания. Перед тем, как пришивать хвостик, я сначала смотрю, как его правильно расположить, чтобы он не мешал волчонку сидеть. После того, как пришили хвостик, ниточку закрепляем. Выводим куда-нибудь в сторонку и обрезаем. Вот такой милый волчонок у нас с вами получился. Если вам понравился волчонок, пожалуйста, поставьте лайк. Если вас интересует тема вязания игрушек, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, какие еще мастер-классы мне снять. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих мастер-классах. Всем пока!